Друзья, всем привет и добро пожаловать в новое мотивационное видео. Знаете, что у нас в Афинах зима не всегда бывает снежной. Чаще всего столбик термометра показывает температуру выше нуля. Но иногда у нас бывает и другая зима. Вот на улице у нас сейчас достаточно холодно, падает такой снежок, и сразу возникло ощущение праздников, хотя они уже очень давно прошли. Это, конечно, все моментально тает, но вот лично для меня это такие незабываемые впечатления. А в планах у меня сегодня убрать в холодильнике, сделать онлайн-заказ в супермаркете, приготовить что-то сладенькое. А я начинаю с холодильника. Как знаете, для меня холодильник – это такой прибор, которым чаще всего пользуются на кухне. Буквально неделю назад я проводила гигиеничную уборку в холодильнике, поэтому сейчас я просто протру полочки чистой тряпочкой с водой и уксусом. Я тут убираюсь и думаю, что как хорошо, что можно сделать заказ онлайн. У меня постоянная нехватка времени на домашние дела. А чтобы съездить в супермаркет, нужно минимум 3 часа, это точно. А еще эти очереди у кассы, неудобные тележки, а еще и импульсивные покупки, без которых можно было обойтись. У нас в Греции есть два варианта заказа. Первый заказ – это заказала, привезли. И второй вариант заказа – это когда я делаю свой заказ, мне его собирают и присылают смс на телефон, и я еду, сама его забираю. Сегодня я воспользовалась именно вторым вариантом, так как вся доставка была уже расписана, а мне надо было срочно, сегодня и сейчас. Но так тоже, я вам скажу, очень удобно. Я как раз подготовлю холодильник для своих покупок, и мы с сыном поедем в супермаркет и заберем наш заказ. Как видите, на улице очень холодно, машин практически нет. Идет какой-то то ли дождь, то ли снег. В общем, доехали мы быстро. В супермаркете людей тоже особо нет. Никто в такой холод выходить на улицу не хочет. Я стою на ресепшене и жду, пока кто-то ко мне подойдет. Se on kanimi online, alla domani stilmi in motinetti, calo glielo pugno. А мы приехали домой. Вот так вот побросали просто пакеты. Сейчас выпью немножечко кофе и начну разбирать свои покупочки. И все вам подробно покажу и расскажу. Итак, девчонки, я купила стиральный порошок. Он был по акции по 4 евро 62 копейки 3 килограмма. Купила таблетки СИФ для посудомоечной машинки. Гель для душа Люкс 2 евро 98 копеек, по-моему. Он мне очень нравится. Ополаскиватель для белья. Тоже очень приятный запах остается на белье. Чистящее средство Силитбанк от жира и для ванной. Вернее, для поддержания чистоты ванной. Средство имеет нормальный запах. Конечно, химия есть, но не бьет в нос и не режет сильно в глаза. В основном мою ванную плитку и смесители. Средство отлично очищает налеты. Если пользоваться на постоянной основе, то побрызгал, протер, помыл, все водичкой смыл, и все это минимум усилий.
прянички, разные шоколадки, кока-кола. Это такое я не покупаю каждый день, но иногда его тоже очень хочется. Купила замороженные овощи, горошек, фасоль зеленый, шпинат. Особенно в зимний период времени они меня частенько выручают. У них достаточно хорошее соотношение цены и качества. Такие хлопья на завтрак. По-моему, вот эта большая упаковка 2 евро 2,02, а желтая Nesquik 2,53. Подсолнечное масло тоже редко покупаю, так как пользуемся больше оливковым. В принципе, у них теперь уже одинаковая цена, поэтому иногда беру подсолнечное масло, пусть будет. Взяла хлебушек для тостиков, греночки на завтрак, мы тоже их очень любим. Вот такие вот греночки тоже очень вкусные, легкие. Купила слоеное тесто в упаковочке 2 пласта по цене 3,06, 3 евро 6 копеек, достаточно бюджетное. И изделия из него получаются очень вкусные. Сахар у нас 1 евро 16 копеек. Йогурт 3 штучки в упаковочке евро 76 копеек. Масло 250 грамм 3 евро 55 копеек. Потом макароны, шпагетти длинные по акции. Я их покупала 78 центов. Потом дальше кофе греческий, цену не помню. 3 штучки консерва тунец. Буду вам называть только то, что помню цены. Вот такие вот томаты в консерве, очень удобно для приготовления пищи. Йогурт 1 килограмм, он где-то 3,5 евро, по-моему, если не ошибаюсь. Очень вкусный кефир по евро 28. И, девчонки, взяла еще для выпечки изюм и чернослив. Купила сыр фету по 11 евро 65 центов. Очень подорожал. Раньше я его покупала по 8 евро. Вот такой вот сыр для тостиков 2 килограмма по 7 евро. Точно такой же тертый сыр для пиццы, тоже по 7 евро килограмм. Купила пластиночки твердого сыра, тоже для тостиков, там для бутербродиков. Также взяла немножечко творога для запеканки, 7 евро 55 копеек килограмм. Докупила 2 упаковочки моцарелки по 1 евро 30 центов. Брокколи 1 евро 98 центов за килограмм. Цветная капуста у нас 1 евро 25 центов. Картофель 98 центов за килограмм. Черики я покупала 3 евро 49 копеек, ну скажем 3,50. Огурчики по 70 центов за штуку. Перец 2 евро 55 центов за килограмм. Манго упаковочка 3 евро 59 центов за 2 штучки. Бананы по евро 57 центов. Яблоки зеленые я покупала по евро 45, а красные по 1 евро 30 центов. А теперь давайте перейдем к выпечке. Сегодня я буду готовить яблочный пирог и кекс, так скажем, 2 в 1, 2 выпечки из одного рецепта. Я очень часто так делаю, так как хочется угодить всем, а не печь по отдельности. Этот рецепт еще из кулинарной тетрадки моего детства. Простой в приготовлении и очень-очень вкусный. Обязательно я оставлю его в описании, а нам для этого понадобится 4 яблока, 4 яйца, 1,5 кружки сахара, 1 разрыхлитель, 1 стакан подсолнечного масла, 1 стакан молока. Если нет молока, можете заменить апельсиновым соком, тоже очень вкусно, натуральным. 2 ванильки и 3 кружки муки. Это получится где-то 450 грамм приблизительно.
Итак, друзья, все очень просто. Для начала мы взбиваем яйца с сахаром, потом по очередности добавляем остальные ингредиенты, все хорошенечко перемешиваем, наши яблочки очистим и нарежем, как нам хочется. Выложим яблоки в форму для запекания и сверху заливаем нашим тестом, но не всем тестом, заливаем меньше половины, остальное тесто мы оставляем на кекс. Выпекаем в разогретой духовке 20-30 минут при температуре 180 градусов. Теперь в форму для кекса я выливаю наше оставшееся тесто. Но внимание, не все, оставим один половник теста в запасе. У меня тут немножечко форма для запекания великовата, но ничего страшного. И так будет очень вкусно. Просто кекс не получится такой высокий, как бы мне хотелось. Добавляю в оставшееся тесто немножечко молока, немножечко какао, там 2-3 столовые ложки, ну вы по вкусу, сколько вам, как вам там нравится. И только теперь начинаю делать вот такой вот рисунок, вот так вот по кругу. Все, ну вы можете там по-другому сделать. Я вот прям посерединке по кругу выливаю наше какао-тесто. Как всегда, разогретая духовка 180 градусов. И начинаем выпекать наши изделия. Начну с кекса, а потом уже выпеку яблочный пирог и покажу вам результат. А у меня уже все готово. Пирог получился пышный. Он при выпечке немножко увеличился. Вынимаю его из формы. Дам ему немножко остыть и посыплю сахарной пудрой. Дорогие друзья, чтобы нам не потеряться с вами, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет очень приятно. Спасибо вам огромное за просмотр. До встречи в новых видео. Всем пока-пока.